В утренней дымке Монреаля, когда город только начинал просыпаться, на одной из тихих улиц случилось нечто, что навсегда изменило жизни трех маленьких существ. Машина, торопясь на работу, не заметила серую худенькую кошку, перебегающую дорогу. Удар, визг шин, и вдруг на асфальте осталась лежать пушистая фигура. Вокруг не было ни души. Только из кустов, притаившись, наблюдали два маленьких котенка. Сначала они не понимали, что произошло. Их мама, та, что всегда согревала, кормила и вылизывала им мордочки, теперь лежала неподвижно. У нее были приоткрыты глаза, она дышала, но не могла встать. Котята жались друг к другу, ощущая, как страх сковывает каждую клеточку тела. Малыши не отходили. Казалось, они понимали. Мама нуждается в них, а они в ней. Несмотря на шум машин, прохожих и пугающие запахи, они оставались рядом. День сменялся вечером, когда пара прохожих наконец обратила внимание на странную картину. На обочине лежала кошка, а чуть поодаль в кустах свернулись клубочком два крошечных котенка. Женщина тут же набрала номер местного центра спасения животных. «Chatons Orphelins Монреал». Она дрожала, говоря в трубку. «Тут кошка сбита машиной. Она жива, но ей больно. А рядом ее дети. Они... они просто смотрят, как она умирает». Через 30 минут сотрудники центра прибыли на место. Спокойно, но решительно они подошли к лежащей кошке. Она шипела от боли, глаза у нее были полны страха, но она не пыталась убежать. Она больше не могла. Один из спасателей надел перчатки, накрыл кошку одеялом, стараясь не причинить лишней боли, и аккуратно перенес ее в переноску. Котята сначала в панике юркнули вглубь кустов, но, услышав знакомый запах и голос мамы, выбрались и прижались друг к другу, трясясь от страха. Их тоже поместили в отдельную переноску, рядом с маминой. Еще никто не знал, как сложится их судьба. Но одно было ясно. Теперь они не были одни. Ветеринарная клиника стала для Мари, так назвали кошку, ее шансом на спасение. У нее диагностировали перелом таза, сильные ушибы и сотрясение. Ей предстояла операция, а после долгий период реабилитации. Пока мама-кошка лежала под капельницей, котят отвезли на временную передержку. Маленькие пушистики, которых назвали Тапео и Бабет, были напуганы, но живы. Их сразу же обследовали. Обезвожены, истощены, с блохами и глистами. Но в целом здоровы. И главное, были вместе. Первые дни на передержке были непростыми. Котята сидели в углу комнаты, не приближаясь к человеку. Они скулили, искали маму, отказывались играть и ели лишь изредка. Но время шло. Через неделю Тапео осмелился вылезти из укрытия и подойти к руке волонтера. Он понюхал ее, осторожно лизнул и тут же спрятался. Еще через пару дней его примеру последовала Бабет. Они начали принимать ласку, привыкать к голосу, к запаху, к дому. Спустя 2 недели, когда мама пошла на поправку, котята уже резвились по всей квартире. Они бегали по подоконникам, гоняли мячик, играли в прятки. Они росли не только физически, но и душой. И вот в один весенний день волонтеры привезли Мари обратно. Она еще хромала, но была на удивление жизнерадостной. Когда она вошла в комнату, Тапео и Бабет сначала не поверили. Они замерли, уставившись на нее широко раскрытыми глазами. А потом они бросились к ней. В комнате раздались писки, урчание, мяуканье. Это было настоящее семейное воссоединение. Они обнимались, терлись друг от друга. Мама вылизывала их мордочки, как раньше. Мир снова стал полным. После нескольких недель вместе сотрудники Chatons Orphelins начали искать для этой чудесной троицы новый дом. На сайте приюта появилась публикация с фотографиями. Мари
грациозная серая кошка с умными глазами и два пушистых малыша, один полосатый, другой с белыми носочками. Заявок было много. Люди писали, что плакали, читая их историю. Но одна семья особенно выделялась. Молодая пара, которая мечтала дать дом животным, прошедшим через многое. Они пришли навстречу и сразу влюбились. Теперь Тапео, Бабет и Мари живут в уютном доме с большими окнами, мягкими подушками и множеством игрушек. Они каждый день бегают, спят на солнце и мурлычут рядом с людьми, которые их полюбили. Тапео стал любопытным и смелым котом. Он любит лазить по книжным полкам и дразнить Бабет, которая хоть и более застенчива, но очень умна. Мари же его настоящая королева дома. Она наблюдает за своими детьми, счастливая и спокойная. Солнечные лучи проникали сквозь тонкие шторы и мягко ложились на пол, освещая полянку из теплого света прямо перед диваном. Там, в самой середине, как всегда, растянулся Тапео. Он вытянул лапы, потянулся и лениво приоткрыл один глаз. Его шерсть блестела, как отполированное золото, и он знал, что он красив. Но особенно он любил тишину утра, когда весь дом еще спит, и можно просто быть. Из-под кресла осторожно выглянула Бабет. Она всегда просыпалась чуть раньше, но не любила сразу вылезать. Она наблюдала. Бабет была умной, даже мудрой для своего возраста. Пока Тапео бесстрашно исследовал дом, Бабет думала. Ей нравилось планировать, запоминать маршруты и изучать людей. Особенно свою новую хозяйку, Лору. А Мари, она уже была на подоконнике. Сидела, глядя в окно, и слушала ветер. Иногда ей снился тот день. Дорога, удар, боль. Но все это растворялось. Стоило услышать, как ее дети просыпаются. Она повернулась и, как всегда, мягко мяукнула. Знак, что все в порядке. Она была здесь. Она рядом. Каждый день в новом доме был особенным. У Лоры и ее мужа Марка был ритм. Утренний кофе, разговоры, музыка, тишина. И коты стали частью этого ритма. Тапо бегал за шнурками, хватал ложки и пытался прыгнуть на холодильник. Он был неутомим и неукротим. Иногда он с разбега кидался в кровать, оставляя за собой след из игрушек и радости. Бабет предпочитала наблюдать. Она сидела рядом, когда Лора читала. Иногда ложилась на клавиатуру ноутбука, заставляя Лору посмеяться и закрыть ноутбук вовсе. Она чувствовала настроение. Если кто-то был грустен, Бабет тихо подходила, ложилась рядом и молчала. А Мари следила за всем этим. Она, как опытная мама, понимала. Ее дети дома, по-настоящему. В один день в дом принесли что-то новое. Коробку. Большую, шуршащую, пахнущую чем-то интересным. Это была новая когтеточка и домик. Сначала Бабет смотрела на него с подозрением, а Тапео тут же запрыгнул внутрь и стал носиться по этажам нового замка, словно рыцарь на задании. Лора смеялась. «Ну вот, теперь у нас есть еще и крепость. Осталось только выдать вам титулы». «Его высочество принц Тапео», — хмыкнул Марк. «И леди Бабет из коробки». Мари в тот день устроилась на подоконнике и, наблюдая, как ее дети играют, закрыла глаза. Впервые за долгое время она позволила себе просто отдохнуть. Однажды Тапео исчез. Нет, не совсем. Он просто застрял в кладовке, куда случайно его закрыли. Марк услышал жалобное мяуканье через пару часов. Когда дверца открылась, Тапео выскочил, как торпеда. Он был напуган, но больше всего переживала Бабет. Все это время она сидела возле дверцы кладовки. Она не ела, не играла, она ждала. Когда брат вернулся, она долго вылизывала его мордочку и впервые при всех громко замурлыкала. Это был ее способ сказать: «Я люблю тебя, и ты мне нужен». Листья начали падать.
За окном становилось прохладно, а в доме уютно. Лора вязала шарф, Марк читал, а трое котов валялись на диване, как пушистые подушки. Это была их первая осень в новом доме. Первая без страха, без одиночества, без голода. Впервые они были не выжившими, а живущими. Каждый вечер, когда в доме выключали свет и улица затихала, в глубине комнаты раздавалось троекратное мурчание, как будто три сердца бились в унисон. Это был их способ сказать спасибо. И это был только их первый год.